Лимфа– это прозрачная, слегка желтоватая жидкость, циркулирующая в лимфатической системе организма. Она образуется из интерстициальной жидкости, жидкости окружающей клетки, которая оттекает из кровеносных капилляров в ткани и затем попадает в лимфатические капилляры. Лимфа похожа на плазму крови, но содержит меньше белков и больше лимфоцитов, белых кровяных телец. Задача лимфоузлов– фильтровать лимфу, очищая ее от микроорганизмов, вирусов и других вредных или ненужных веществ, которые собрала эта жидкость, омывая ткани и органы. Также в лимфоузлах производятся и хранятся клетки иммунной системы, в том числе лимфоциты, макрофаги, дендритные клетки. В движении лимфы самое большое влияние имеет диафрагма, которая движет всю жидкость. О работе диафрагмы вы найдете ссылку под видео. Симптомы застоя лимфы включают отеки, особенно к вечеру, не проходящие после отдыха, тяжесть и распирание в конечностях, уплотнение и изменение цвета кожи, трудности с движением суставов, а также появление ямочек, симптом Стеммера, зуд, апельсиновую корку, а в запущенных случаях язвы, трещины, грибок ногтей. Могут также наблюдаться общая усталость, проблемы с концентрацией, увеличение веса и частые инфекции. В лимфатических узлах вырабатываются лимфоциты и антитела, которые стоят на страже защиты организма от попадания различных инфекций. В лимфу также попадают частички пыли из легких, разрушенные и опухолевые клетки, а она выводит все это в выделительную систему. Лимфатическая система играет важную роль в процессе похудения, выполняя функцию очистки организма от продуктов метаболизма, избыточной жидкости и токсинов. При нарушении лимфотока возникают отеки, замедляется расщепление жиров и ухудшается обмен веществ. Первое. Состав и происхождение. Происхождение. Когда кровь течет по капиллярам, часть плазмы, около 10-15%, выходит через их стенки в межклеточное пространство, обеспечивая ткани питательными веществами и кислородом. Часть этой жидкости возвращается обратно в кровь, а остальная, интерстициальная жидкость, всасывается лимфатическими капиллярами, превращаясь в лимфу. Состав лимфы. Вода – 95%, белки, альбумины, глобулины в меньшем количестве, чем в крови, липиды, особенно после еды, хиломикроны, клетки, лимфоциты, Т и Б клетки, макрофаги, мастоциты, отходы метаболизма, бактерии, вирусы, антигены, витамины и минералы. Функции лимфы. Лимфа выполняет критически важные задачи для поддержания гомеостаза. Первое. Поддержание водно-электролитного баланса и объема крови. Каждый день в ткани оттекает около 20 литров интерстициальной жидкости. Лимфа возвращает в кровоток 15-17 литров в сутки, предотвращая отеки и поддерживая объем циркулирующей крови. Второе. Транспорт жиров и жирорастворимых витаминов А, Д, Е, К. В кишечнике специальные лимфатические сосуды, млечные сосуды, всасывают жиры и хиломикроны, частички, переносящие жиры. Отсюда лимфа называется млечной после еды. Эти вещества затем попадают в кровь через грудной проток. Третье. Иммунная защита. Лимфа транспортирует антигены, бактерии, вирусы, опухолевые клетки к лимфоузлам, где лимфоциты их распознают и запускают иммунный ответ. В лимфоузлах происходит активация Т и Б клеток, выработка антител. Таким образом, лимфа – главный конвейер иммунной системы. Четвертое. Удаление отходов и токсинов. Лимфа отводит продукты распада клеток, избыток интерлейкинов, мочевину и другие метаболиты к лимфоузлам и далее в кровь для выведения почками и печенью. Пятое. Регуляция давления в тканях. Поглощая избыток жидкости, лимфа снижает онкотическое давление в интерстиции. Третье. Что отвечает за лимфу в организме человека? Лимфатическая система. Лимфатическая система – сеть сосудов и органов, управляющих лимфой. Ее компоненты – лимфатические капилляры и сосуды начинаются слепыми концами в тканях, объединяются в более крупные сосуды, затем в лимфатические стволы и протоки. Клапаны в сосудах предотвращают обратный ток лимфы. Движение лимфы обеспечивается сокращением скелетных мышц при движении, дыхательными движениями диафрагмы, пульсацией артерий, сокращением стенок лимфатических сосудов. У них есть гладкая мускулатура.
Лимфоузлы, фильтры лимфатической системы, около 600 в Дели, расположены в неке, подмышках, паху, средостении и других. Функция – задержка антигенов, активация иммунных клеток, очистка лимфы. При инфекции лимфоузлы увеличиваются и становятся болезненными. Лимфатические протоки. Правый лимфатический проток собирает лимфу от правой половины головы, нека, грудной клетки и правой руки. Грудной проток, дуктус торацикус, самый крупный, собирает лимфу от всей остальной части тела и впадает в левую подключичную вену. Лимфоидные органы. Селезенка фильтрует кровь, уничтожает старые эритроциты, активирует лимфоциты против бактерий в крови. Тимус выращивает Т-лимфоциты, иммунные клетки, в детстве и юности. Миндалины и пиеревы блешки захватывают патогены в ротовой полости и кишечнике. Нервная и гормональная регуляция. Симпатическая нервная система усиливает сокращение лимфатических сосудов при стрессе или физической нагрузке. Гормоны, например, вазопрессин, также влияют на лимфоток. Четвертое. Как улучшить работу лимфы? Поскольку лимфатическая система не имеет насоса, в отличие от сердца, ее нужно подганивать внешними факторами. Вот проверенные способы. Первое. Регулярная физическая активность. Сокращение мышц сдавливает лимфатические сосуды, продвигая лимфу. Рекомендуется ходьба, бег, плавание, велосипед, йога минимум 30 минут в день. Специальные упражнения, приседания, подъемы лок, махи руками усиливают отток лимфы из конечностей. Лимфодренажный массаж – мягкое растяжение и постукивание кожи в направлении ближайших лимфатических узлов, например, от стопы к паховым узлам, от кисти к подмышечным. Не нужно сильного нажима. Проводят специалисты или обучаются техникам под руководством врача. Противопоказан при онкологии без консультации врача. Контрастный душ и сауна. Расширение и сужение сосудов улучшает лимфоток. Правило. Горячая вода, холодная, горячая, 3-5 циклов. Сауна 15-20 минут усиливает потоотделение и лимфодренаж. Гидратация. Вода – основа лимфы. При дегидратации лимфа становится вязкой, ее движение замедляется. Пейте 1,5-2 литра воды в день, в зависимости от веса и активности. Здоровое питание. Уменьшите обработанные продукты, сахар, трансжиры, избыток соли вызывают воспаление и отеки. Увеличьте антиоксидантные продукты, ягоды, цитрусовые и листовая зелень снижают воспаление. Продукты с омега-3, льняное семя, жирная рыба уменьшают вязкость лимфы. Клетчатка, овсянка, отруби улучшают перистальтику кишечника, что влияет на лимфоток брюшной полости. Чеснок, имбирь, куркума обладают противовоспалительным действием. Дыхательные упражнения, диафрагмальное дыхание. Глубокое дыхание животом при каждом вдохе опускает диафрагму, сдавливая брюшные лимфатические сосуды и продвигая лимфу вверх. Выполняйте 5-10 минут утром и вечером. Вдох через нос, живот надувается, медленный выдох через рот, живот втягивается. Избегайте длительного статичного положения. Если вы сидите за компьютером больше 1 часа, сделайте паузу на 5 минут, поприседайте, погуляйте, помашите руками. Скипидарные ванны по методу А.С. Залманова под контролем врача. Скипидарные ванны улучшают микроциркуляцию и лимфоток, не для всех показаны. Отказ от курения и алкоголя. Курение повреждает стенки лимфатических сосудов, алкоголь вызывает дегидратацию и воспаление. Важно! При выраженных отеках, тяжести в конечностях, частых инфекциях обратитесь к лимфологу, возможно, требуется медикаментозная поддержка или ручной лимфодренаж. Соблюдая эти рекомендации, вы поддержите эффективную работу лимфатической системы, одного из главных очистителей и защитников вашего организма.